Доброе утро. Меня зовут Анастасия Анферова, я в компании занимаюсь цифровыми продуктами, и сегодня я вам расскажу о новостях, которые были в нашей чудесной команде DoIS в ноябре месяце. Так, начнем. В нашей быстрорастущей сети скоро Новый год. После этого нас ждет новая волна федеральной рекламной кампании. Как эти факты относятся к DoIS? Каждый наш клиент создает нагрузку на нашу информационную систему. Когда клиентов, соответственно, много, нагрузка очень большая. Мы не имеем права подводить наших партнеров и наших клиентов, и мы озаботились заранее о том, чтобы наша информационная система могла выдерживать большие нагрузки. Для этого мы в ноябре месяце пригласили к нам в гости в компанию Valarm, которая совместно с нашими инженерами, эта компания, она специализируется на нагрузочном тестировании, и совместно с нашими инженерами ребята на копии информационной системы имитировали большую нагрузку. Целью наших инженеров была создать 300% нагрузку в количестве заказов по отношению к обычному дню. Здесь у нас график нагрузки, может быть, он ни о чем не говорит. Не все шло так гладко. В начале работы наш сайт показывал, например, очень нестабильные результаты и падал при маленьком количестве заказов, но к концу месяца совместными усилиями ребятам удалось выдержать нагрузку в 380%. На сегодняшний день компания Valarm заканчивает с нами работу, они оставляют одного специалиста для передачи данных, а мы начинаем развивать свою собственную команду нагрузочного тестирования с тем, чтобы в любой день мы были готовы к любым пикам и к любым нагрузкам. Теперь поговорим немножко про спринт-ревью. Если вы недавно присоединились к нашей компании, то я поясню, спринт-ревью – это такое мероприятие, оно проходит раз в 2 недели, на нем разработчики делятся результатами своей работы. 2 недели мы называем спринтом, в начале этих 2 недель мы ставим для себя цели, в конце этих 2 недель мы рассказываем о том, что удалось достигнуть. Во время этих 2 недель, во время спринта, мы готовим новые версии информационной системы, и каждая версия информационной системы, которая доходит до пользователя, называется релизом. Итак, какие же успехи, вот это так проходит наш спринт-ревью, какие же успехи в спринт-ревью были в ноябре месяце? Успехи на самом деле не очень утешительные. Так, например, последний спринт-ревью показал, что 3 из 7 заявленных целей не были достигнуты. Давайте разберемся, почему так произошло. Одна из причин – это прошедшая 23 ноября конференция для разработчиков в Москве, она называется .next. Наша команда готовилась к ней 2 месяца, в этой конференции участвовало большое количество разработчиков. Они пришли с этой конференции с очень крутыми результатами, о которых расскажут на одной из будущих еженедельных встреч. Еще одна причина, которая повлияла на спринт-ревью, это новая практика Stop the Line. На самом деле эту практику первыми внедрили в Toyota, мы видоизменили у себя ее в компании. Toyota считает, что люди, которые работают на производстве, лучше знают, когда линия выдает брак, могут остановить линию для того, чтобы брак исправить. У нас производство не конвейерное, но тем не менее мы так или иначе останавливаем линию. И как это происходит? Каждый релиз занимает 1-2 дня. Разработчики приняли решение, что если релиз занимает 3 дня, то производство нового кода останавливается. На 3-м этаже московского офиса включается вот такая вот оранжевая лампочка, объявляется Stop the Line. В этот момент все разработчики перестают работать над новыми задачами и идут помогать релизу, исправляют баги, исправляют старый код. После того, как версия информационной системы готова для пользователя, ее выкладывают, и все разработчики возвращаются обратно на свои рабочие места и начинают писать код дальше. Stop the Line также повлиял на результаты спринт-ревью в прошлом месяце. Так, последнее спринт-ревью, перед последним спринт-ревью, 4 раза вставали в Stop the Line. Все это не могло повлиять на ключевые проекты, и в ключевых проектах, как вы видите, мы за последний месяц увеличили только количество прошедших спринтов. Но так ли все грустно? Какие на самом деле наши результаты за ноябрь месяц? За ноябрь месяц нашей команде удалось запустить MVP пиццы половинками. Почему это MVP? Я объясню. Пиццы половинками в настоящее время доступны только на томатном соусе, на традиционном тесте. Вы можете выбрать пиццу половинками только из определенного набора пицц.
Отчеты недоступны для управляющей компании, так как есть, они доступны только по запросу, то есть анализ продаж вы можете получить только по запросу, и пиццы-половинками запущены всего лишь в 3 странах, это Россия, Казахстан и Беларусь. Но в этом проекте нам удалось достичь следующих классных вещей. Во-первых, в Казахстане отметилась первая федеральная кампания, и из-за этого команде удалось сфокусироваться полностью на пицце-половинками, и у ребят получилось сделать классный дизайн в мобильном приложении, но кроме этого, наверное, это первый проект, в котором получилось запустить мобильное приложение и сайт вместе. И на сегодняшний день наши клиенты могут, не испытывая никаких неудобств, заказывать как в мобилке, так и на сайте пиццы половинками. На этом у меня все новости, я передаю слово обратно в Москву.